Региональная безопасность на Ближнем Востоке вновь оказалась под угрозой масштабного обострения. По сообщениям иранских и ближневосточных СМИ, Израиль находится на пороге возможного конфликта с Ливаном. Ситуация осложняется после недавних событий в Газе, где Израиль возобновил удары, а ливанская армия сосредотачивается на границе с Израилем. Высшие израильские военные официально признают, что северная граница страны является нестабильной и подтверждают смену военной доктрины. Речь идет о подготовке к упреждающему удару, который может изменить стратегический баланс в регионе. В то же время Хезболла укрепляет свои позиции, доведя численность бойцов до примерно 90 тысяч и создав разветвленную оборонительную систему, протянувшуюся от юга Ливана до долины Бекаа. Президент Ливана Джозеф Аун подтвердил невозможность силового разоружения движения и поручил вооруженным силам страны принимать меры в случае вторжения. Эскалация получила новый виток после удара Израиля на юге Ливана, в результате которого погиб муниципальный служащий Ибрагим Саламе. Израиль сообщил, что операция была направлена против объектов, используемых террористическими группировками для укрытия. Параллельно Соединенные Штаты предпринимают дипломатические шаги, пытаясь сдержать рост напряженности. Спецпредставитель США по Сирии Том Барак собирается посетить Ливан, чтобы передать ливанскому руководству последнее предупреждение с предложением вступить в прямые переговоры с Израилем и согласовать механизм разоружения Хезболлы. Одновременно французские миротворцы ООН в Южном Ливане сбили израильский разведывательный беспилотник, который пролетел над их патрулем и сбросил гранату, после чего израильский танк открыл огонь по силам ООН. Эти события демонстрируют, насколько быстро региональная напряженность может перерасти в международный инцидент. Ситуация в Газе остается хрупкой. Израиль уведомил США о планируемых точечных ударах, которые, по данным американских источников, не должны сорвать режим прекращения огня. Хамас сообщил о переносе передачи тел заложников, ссылаясь на нарушение перемирия, и отметил, что любые новые атаки Израиля могут повлиять на процесс возвращения останков. Эти события последовали после перестрелки в Рафахе, в результате которой погиб израильский солдат. Хамас отрицал свою причастность к инциденту, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие сохраняется, но подчеркнул, что Израиль имеет право на ответные действия в случае атак на своих солдат. Вице-президент США Джей Ди Венс пояснил, что внешняя политика США строится на приоритете американских интересов, а сотрудничество с Израилем осуществляется при совпадении интересов, без контроля со стороны другой страны. Эти заявления подчеркивают сложность координации между внутренними интересами США и стратегической поддержкой союзников на Ближнем Востоке. Внутриполитическая ситуация в Израиле остается напряженной. Министр национальной безопасности Бен Гвир заявил, что если цели по ограничению угроз со стороны Хамас не будут реализованы, правительство может столкнуться с трудностями. Отставной бригадный генерал Ран Кухав отметил, что активное вмешательство Соединенных Штатов в действия в Газе вызывает недовольство среди израильских военных, которые воспринимают это как руководство процессом вместо поддержки. Хамас, в свою очередь, заявил, что не нарушал режима прекращения огня, критикует американскую поддержку израильских ударов и настаивает на переходе ко второй стадии соглашения о прекращении огня, отказываясь участвовать в комитете по послевоенному управлению Газой. Продолжая рассматривать региональную динамику, Сирия при поддержке Турции и нескольких арабских стран начала кампанию по международному признанию суверенитета над Голландскими высотами, находящимися под контролем Израиля. Президент Сирии Ахмад аш-Шараа в ходе конференции «Инициатива будущих инвестиций-2025» в Эр-Рияде заявил о готовности посвятить усилия возрождению страны и защите прав сирийского народа. Турция в рамках совместной инициативы примет 49 сирийских курсантов для обучения в своих военных академиях, включая подготовку в сухопутных, военно-морских и военно-воздушных силах, направленную на повышение обороноспособности Сирии. На фоне этих событий Пакистан и Афганистан возобновили мирные переговоры в Стамбуле
после безрезультатного первого раунда. По данным СМИ, Исламабад выдвинул Кабулу ультиматум, требуя принятия мер против боевиков Техрик-е-Талибан Пакистан, использующих афганскую территорию для нападений на пакистанские силы, и угрожая авиаударами в случае невыполнения требований. Эти события подчеркивают взаимосвязанность региональной безопасности. Иран одновременно предпринимает меры по укреплению обороны. Корпус стражей Исламской революции возвел стену длиной более 200 километров вдоль восточной границы. Также Иран при поддержке Китая восстанавливает ракетную программу, получая критические химические вещества для твердотопливных двигателей через порт Бендер-Аббас. Йемен заявил о готовности нанести удар по Израилю в случае начала конфликта с Ливаном, что усложняет баланс сил в регионе. Соединенные Штаты при этом заинтересованы в участии Турции в обеспечении стабильности в Газе, отмечая конструктивную роль Анкары в недавнем соглашении. На фоне региональных конфликтов глобальная дипломатия демонстрирует сложную динамику. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея, где обсудили широкий круг вопросов, включая торговлю, редкоземельные элементы, полупроводники, нефть и газ. В результате встречи Соединенные Штаты снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47%, сократили пошлины на фентанил, а Китай согласился на закупку американской нефти и частично снял экспортные ограничения на редкоземельные элементы. Встреча имела и стратегическое измерение. Трамп сообщил СМИ о начале ядерных испытаний Соединенных Штатов для уравнивания сил с Россией и Китаем, что может повлиять на международный режим ядерного разоружения и вызвать ответные меры других ядерных держав. Эксперты The Atlantic предупреждают, что в случае конфликта между США и Китаем решающим фактором станет промышленный потенциал стран, а не героизм солдат. Китай контролирует до 90% мирового производства дронов и лидирует в судостроении, тогда как США сталкиваются с ограниченной индустриальной базой, что усиливает стратегические риски и подчеркивает важность промышленной мощности в современном конфликте. Нарастающее напряжение на Ближнем Востоке, укрепление военного потенциала Хезболлы, дипломатические усилия США, Сирии и Турции, а также глобальные стратегические маневры США и Китая создают крайне нестабильную международную обстановку. Локальные конфликты могут перерасти в глобальные стратегические вызовы, затрагивая вопросы безопасности, экономики и ядерного баланса. Сочетание региональной и глобальной динамики демонстрирует, что ситуация на Ближнем Востоке и международной арене остается крайне напряженной и требует пристального внимания мирового сообщества и национальных лидеров стран региона. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.